Правление Галактической Империи только началось. Дарт Вейдер, ситх-ученик императора Палпатина, возглавил отряд инквизиторов, который был специально создан, чтобы выследить и убить немногочисленных выживших членов бывшего Ордена Джедаев. Получив сообщение, что на Каббарии был замечен человек, который использовал силу, Дарт Вейдер отправляется туда и попадает в ловушку. Охотники за головами получили заказ. Их целью и стал лорд ситхов. Оказавшись не в силах противостоять Дарту Вейдеру, наемники выяснили, что заказ на его ликвидацию был отправлен с самого верха здания администрации Сената. Друг, если тебе нравится подобное видео, то обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить выход новых роликов, а мы продолжаем. Во время обратного пути на Корусант, находившийся на борту звездолета дроид провел необходимый анализ и подтвердил Вейдеру, что контракт на убийство с вероятностью 97% был отправлен с верхних уровней здания администрации Сената, включая кабинет императора Палпатина. Пока лорд Вейдер собирал свой новый световой меч, он запросил у дроида список всех лиц, имеющих коды доступа к имперским системам уровня 1А1 и выше. Тот предоставил ему список из 7 высокопоставленных имперских офицеров, включая Уилхофа Таркина. Получив нужную ему информацию, Темный Лорд устанавливает на место последнюю деталь и активирует свой новый меч. Хорошо. Тем временем, Девятая Сестра выводит их корабль из гиперпространства. Скоро будем на Корусанте. Немедли, Девятая Сестра. Но тут возникает проблема. Девятая Сестра не может передать коды авторизации для орбитальной защиты, поскольку что-то глушит их сигнал. События начинают развиваться стремительно. Дроид Вейдера сообщает, что система безопасности Корусанта определила их как активную угрозу, а сам корабль идентифицирован как часть остатков флота сепаратистов, и если они не отправят коды, то почти наверняка будут атакованы. Понимая, что им грозит смертельная опасность, Вейдер берет управление звездолетом в свои руки. Прочь! Не получив подтверждения принадлежности корабля к Империи, орбитальная оборона Корусанта выпускает ракеты по кораблю Темного Лорда. Вейдер, скажите мне, что у вас есть пара трюков темной стороны, которые вы можете сейчас использовать? Никаких трюков, только мастерство. О, взорвите ее! Темному Лорду удается сбить выпущенные по ним ракеты, после чего звездолет на полном ходу врывается в огненное облако и, преодолев его, совершает аварийную посадку на улицах Корусанта. Дарт Вейдер выходит из корабля вместе с Девятой Сестрой и своим дроидом. Ну все, с меня хватит. Первым делом Темный Лорд отправляется в разрушенный храм джедаев на встречу со своим учителем Дартом Сидиусом. Вейдер, не назвал бы твою битву с Жакастейню победой, мой ученик. Но и поражением назвать ее не могу. Артефакты, которые собрала здесь старая ведьма, восхитительны. Инструменты джедаев и ситхов, окна в древнюю историю силы. Но я чувствую... Ты не хочешь говорить о древностях, лорд Вейдер? Нет, не хочу. На Каббарии на меня напали наемники. Я стал целью заказного убийства. И заказ поступил отсюда. Отправлен с самых высоких уровней имперского правительства. С самых высоких? Да, он пришел от вас? Я вижу, ты переделал свой световой меч, лорд Вейдер. Могу я взглянуть? Вейдер молча протянул свое оружие Сидиусу, который тут же его активировал и поднес к горлу своего ученика. Да, так стало лучше. Думаю, рукоять, которую ты забрал у мастера Инфилы, не очень подходила. Если бы я желал твоей смерти, мой ученик, мне бы не потребовались такие косвенные методы. Я подумал, возможно, это какая-то проверка. Я не проверяю, я учу. Я считаю, что покушение на мою жизнь было также совершено во время моего возвращения на Корусант. Мы ничего не должны. Мне нужно строить империю.
Поиск убийц, если ты этого хочешь, это твоя задача. Ты не понимаешь? Если ты хорошо делаешь свою работу, то никогда не будет недостатка в тех, кто желает твоей смерти. Это цена власти, но также и удовольствие. Твоих врагов будет бесчисленное множество, бесконечное. И потому у тебя никогда не будет недостатка в тех, кого нужно уничтожить. В скором времени два заговорщика встречаются в комнате масок, чтобы обсудить свои неудачные попытки покушения на лорда Вейдера. «У меня плохие новости. Наша цель выжила», – начал разговор человек, у которого не было двух пальцев на правой руке. «Снова? Да кто он такой?» – возмутился его собеседник в рогатом шлеме. «В этом-то и проблема. Мы не знаем, кто он». Отправка контракта для наемников из офиса Императора тоже не сработала? Никакого недоверия? Никаких драматических обвинений? Нет, насколько я знаю. Вейдера видели с Палпатином после возвращения на Корусант. Все выглядело нормально. Либо он слишком глуп, чтобы найти оставленную нами зацепку, либо же они договорились. Я не понимаю. Тем временем Дарт Вейдер погрузился в глубокую медитацию, чтобы с помощью темной стороны попытаться раскрыть личности заговорщиков. Он слышит их разговор, и вот мы видим, как справа от темного лорда начинает проявляться чье-то лицо. Палпатин вытащил его из ниоткуда. Ничего не говорит нам о нем, ни в чем его не ограничивает. Это неправильно. Он его слуга, телохранитель. Думаю, нечто большее, раз Император назначил его главой программы Инквизиторов. Но это не важно. Он должен исчезнуть. Все станет гораздо понятнее, когда он умрет. Будет проще управлять. Вейдер продолжает слушать их разговор, еще глубже погрузившись в темную сторону. Он сосредоточен, лицо заговорщика становится четче. И, наконец, вся картина видна целиком. Темный лорд сразу же узнает этого офицера. Это никто иной, как полковник Барокки, которого Вейдер недавно душил силой, в наказание за неудовлетворительные результаты. Справившись со своей задачей, темный лорд выходит из состояния медитации и отправляется в кабинет Сидиуса. «Ты уверен?» «Да, это происходит, потому что они не понимают. Они знают, что у меня есть сила, но не знают, что у меня есть власть. Ваша власть. И ты не видишь другого выхода?» Нет. Вы сказали мне, что не хотите править Империей Мертвецов. Однако должны быть последствия. Либо я убью нескольких, либо же всех». Видя, как решительно настроен его ученик, Дарт Сидиус вынужден согласиться. «Очень хорошо. Любого, кроме Таркина. Он мне нужен». Такое решение Императора было вполне объяснимо. Уилхов Таркин являлся по сути единственным неприкасаемым имперским офицером, который мог свободно общаться с самим Палпатином и даже возражать ему. Он занимал настолько важное место в долгосрочных планах Сидиуса, что тот никоим образом не мог допустить расправы над ним, даже если бы этого захотел Вейдер. «Да, учитель». После этого император созывает высших членов имперского офицерского корпуса в аудиторию, чтобы произнести речь о своем видении империи. Вы – элитные офицеры имперской армии. Вы составляете ядро наших сил по преобразованию галактики вместо мира, стабильности и процветания для всех. Однако я понимаю, что наше общее видение все еще ново, и, возможно, некоторые элементы иерархии остаются неясными. Пришло время устранить любое недопонимание. Это лорд Вейдер. Он мой голос. Его приказ – это мой приказ. Доведите эту информацию до своих подчиненных. Все должны это усвоить. Палпатин закончил свою речь и отошел в сторону.
После чего вперед вышел Вейдер. Фера, Бинган, Стрефи, Азорас, Барокки, выйти из строя. На меня было совершено 2 покушения. Есть доказательства заговора внутри корпуса имперских офицеров. Я пока не знаю, кто конкретно стоит за этим, но у меня есть определенное подозрение. Все это не важно. Я всегда выживу. Но 5 из вас, выбранные случайным образом, умрут. В подтверждение своих слов, Темный Лорд применяет силу и прямо на месте казнит вызванных им офицеров, в то время как остальные с ужасом и трепетом наблюдают за этим. Но в одном Вейдер точно слукавил. Эти люди были выбраны им далеко не случайно. За исключением полковника Барокки, каждый из них входил в тот самый список из 7 офицеров, имевших доступ к уровню секретности 1А1 и выше. Однако, как минимум одному заговорщику все же удалось избежать наказания. Офицеру без 2 пальцев на правой руке. И вот мы снова видим Вейдера, медитирующего на темной стороне и парящего над водой в окружении молний. Завершив медитацию, он разбивает расположенное перед ним окно. Друзья, хотите больше подобных историй? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Так мы узнаем, что ролик вам понравился. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.